Так, всех приветствую на канале. У нас сегодня на ремонте панель. Вот Land Cruiser. Самая главная поломка, не работал моторчик по температуре. Его нужно разобрать. Там внутри получается две катушки, и на одной из катушки обрывается проводочек. Разбирается не сложно. То есть, если все делать аккуратно, то беспроблемно делается. Далее вторая поломка в панели. Половина диодов просто выгорела. Какие-то не загораются, уже уставшие. Какие-то просто вот не светятся. Сейчас покажу. Какие-то прям даже видно, что сгорели прям модулями. Ну, в частности, вот они видно, они прям меняли в окраске. Видно, что выгорели. И если запустить всю панель, то светится не все диоды. Сейчас, в принципе, это продемонстрирую. Панель подключается простенько. Так как тут оптитрон, при подаче питания она засветится именно с подсветкой. Так, сейчас покажу. Стрелки снимать нужно методом именно подрыва кверху. Ни в коем случае не... Так. Ни в коем случае не прокручивать вдоль по оси, ни вперед, ни назад, никуда. В общем, эти стрелки с особенностями, потому что диод стоит в самой стрелке, здесь питающая линия на самой стрелке, и то же самое на этом моторчике. То есть вот эта вот крутилочка, два вот эти контакта, это непосредственно на диод, и они работают под видом натяжения. Так, подаем питание на панель. Вот, как видим, у нас раз, два, три, четыре диода в этой части не засветились. Здесь два вот этих вот еле-еле светятся. И все диоды светятся очень тускло. То есть эта панель просто уже, ну, наверное, 1500 прошла по километражу. Поэтому у ней такой вот тусклое свечение. Моторчик поставлю в последнюю очередь, потому что нам нужно будет диоды поменять. Ко всему этому у нас очень много неработающих диодов именно по задачам, которые на поворотнике, допустим. Вот зеленый не горит, этот зеленый горит, желтый горит, красный тут тоже не горит. По этой линии светится, но это мы тоже будем менять, так как это на дисплее у нас пойдет, чтобы оттенок не поменялся. Вот тоже красный не горит. И еще где-то я находил. В общем, сейчас я промеряю все мультиметром, помечаю, какие менять. Вот желтый тоже не светится, этот желтый тоже не светится. Желтый горит. Так, в общем, все диоды, которые у нас, в общем, на подсветку основную, вот эти вот меняем на дисплей. И те неисправные, которые вот у нас на поворотник один не работает, зеленый, два нерабочих желтых, красный вот тут не работает, и вот тут красный не работает. Все это нужно будет заменить. Думаю, тут я просто поставлю на ускоренную видеозапись, так как процесс длительный, и я думаю, особо тонкостей тут никаких нету. То есть снимаем диоды и ставим новые. Диоды буду ставить новые из пачки. Чтобы не мучиться, они обычно приходят вот в такой вот ленте. То есть диодов достаточно много, поэтому будем ставить одного свечения, чтобы один оттенок был и так далее. Так, пока ставлю на таймлапс.
Так, ну, в принципе, все готово. Стрелки, значит, сейчас стоят в хаотичном порядке. Чтобы проверить, что они работают, мы их выставляем примерно в любом положении, в среднем там. И стрелки должны отработать и вернуться в свою мертвую точку. Диоды в самих стрелках. И теперь смотрим, насколько ярче. Как видим, прям заметно ярко. Все стрелки видно, что отрабатывают. Вот, в частности, эта температура у нас, она не работала, теперь работает. То есть видим, что прям яркость раза в 3 превышает чем светодиоды, которые были. Просто со временем они устают. Стрелки по-хорошему тоже нужно перебирать. Но это чревато, потому что тут диодик у нас получается заправлен вот сюда и касается вот через эти. В целом яркости для стрелок хватает. Пока их трогать не будем, но если клиента будет не устраивать, то и стрелки тоже можем перебрать и добавить в них новые светодиоды. Ну там светодиоды другого типа, они в целом, в принципе, не требуют замены. Еще раз включаю. То есть теперь будет и днем видно панель приборов хорошо. Некоторые диоды, которые не светились, они мультиком не прозваниваются, но через подачу питания 2 вольта примерно они светятся. Ну, на всякий случай я заменил те, которые были под подозрением. Панель приносили вот такую же разобранную, поэтому в таком состоянии и ее выдавать буду. Вот. Присутствуют следы пайки на разъемах канифолию. Это я все отмыл. Отмыл там, где я паял стрелки. Тут есть еще заводская пайка с канифолию. Думаю, что я тоже сейчас ее отмою, потому что это некрасиво выглядит. Ну и в целом вот так вот происходит замена этих диодов. Процесс не сложный, но нудный. Отнимает очень прилично времени, поэтому стоимость тоже стоит не 3 копейки, поэтому надо учитывать именно потраченное время. Так, ну на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Не ломайтесь, никогда не покупайте Renault и Peugeot. Toyota рулит.